Вчера произошло нападение на журналистов 7 канала в Одессе, и об этом сообщили все украинские СМИ, причем сообщили о том, что, возможно, это связано с их профессиональной деятельностью. Вот так вот подъехали и под камерами, просто поставив машины, засветив свои лица перед десятком добрых свидетелей, приехали разбираться с журналистом. Потом уже вырисовалась версия о том, что все-таки было какое-то ДТП, какое-то недопонимание автомобильное до этого. И вот это вот подъехали разобраться с конкретным человеком. А потом выяснилось, что у журналистов тоже было оружие, был совершен выстрел в какую-то сторону, вроде бы как в воздух, а может быть и не в воздух. Со своей стороны никого вообще не обвиняю, просто давайте посмотрим, как происходила эта ситуация под микроскопом, скажем так, рассмотрим, как переходила победа из рук в руки. Вот смотрите, начинается веселье. Стоят парни, один уходит. Один из троих, которые подъехали, уходит, вон он в красном, остаются двое. Потом один из тех, кто остался, вот он тоже в красном, в розовом, берет за шею журналиста, в общем-то того, к кому они и приехали, и бьет его. Попал, не попал, неизвестно, рука пошла дальше. Вот момент удара. Хлоп, рука ушла. После этого журналисты начинают нападать на того, который ударил. Пошел удар. Пошел во второго удар. Бах! Человек в светлой рубашке атакует. Пошла нога. Потом еще удар, и подключается парень, который стоял до этого внизу. Тоже журналист. Бах! Удар. Хлоп! Удар. Еще удар. И еще удар. Заносится рука. Потом идет просто серия ударов по приехавшим. Раз. Два. Три. Они уже бьют его с двух рук. 4. 5. 6. 7. И потом появляется человечек с помповым ружьем, производит выстрел, все разбегаются. То, что он достал ружье и стрельнул, это ненормально вообще. Стрелять в упор, это не травматический пистолет, это не какая-то там шутка. Это можно убить вот так вот, ненормальная ситуация. Ну, а теперь давайте посмотрим на журналиста, который тоже вытащил пистолет и выстрелил. Причем это видели его коллеги, но все об этом забыли. Никто об этом не говорил. Вчера об этом просто не говорил вообще никто. Вот в полосатом он видит ситуацию, сразу тянется к сумочке. Он дергает из сумочки пистолет. Вот уже пистолет в руках. По-партизански. Прячется за машину. Вот он спрятался. Встает и осуществляет выстрел. Хлоп! Опять садится. Возится что-то с пистолетом и прячется за машину. Там просидит он достаточно долгое время. А потом уже, когда все уже убежали, он переползет. Вот, ползет. При этом же я не могу согласиться с представителями МВД, которые сказали, что журналист сначала выстрелил, а потом уже выстрелил тот чувак, который выстрелил из помпового ружья. Во-первых, было бы логичнее с его стороны выстрелить из помпового ружья именно по тому журналисту, который выстрелил. А во-вторых, посмотрите на момент выстрела из помпового ружья. Вот он подбегает, пух, выстрел. Обратите внимание теперь на журналиста, который со своей пукалкой стоит. Он еще ее даже не поднял. Не бывает полностью виновата одна сторона, полностью невиновна другая сторона. Когда уже происходит выстрел, это, знаете, это уже последнее дело, значит, виновны обе стороны в большей или в меньшей степени. Ну, как видите, победа переходила из рук в руки, и победа оказалась в итоге на стороне тех, кто был с помповым ружьем. Но они потом покинули место битвы, и сейчас их разыскивают, разыщут, и будет им худо, я думаю. Общественный там резонанс и все такое прочее. Просто я не могу понять, а почему сразу же нельзя было сказать, чтобы потом не было удивлением, так там еще один ствол был. Ну, это такое дело. Просто мне кажется, украинские журналисты, они настолько честные журналисты, что мы им доверяем с полуслова. Так почему же они этого полуслова про второй ствол не сказали? Но, опять-таки, повторюсь, никого никто не обвиняет, просто рассмотрели ситуацию чуть-чуть замедлив.